Всем привет! Сегодня у меня на обзоре очень интересный смартфон, а именно Honor 50. Да, я понимаю, что нужно произносить Honor, но я буду произносить как все. У меня версия на 8 гигабайт оперативной, 128 гигабайт своей флеш-памяти. И сегодня я вам расскажу о минусах данного смартфона. Также хочу заметить, что у меня совсем недавно вышло видео про плюсы данного смартфона, и в скором времени я сниму полный свой опыт использования, потому что использую я его уже практически 6 месяцев, изучил полностью, и мне есть что вам рассказать. Ну давайте приступим. С вами канал Первый Обзор, поехали! Первый минус — это, как ни странно, экран на 6,57 дюйма OLED 1080 на 2340 точек. Вы должны понимать, что данный экран имеет разрешающую способность 392 ppi. Соотношение сторон 19:5:9. Защита от царапин у нас также есть. OLED-экран, конечно же, экономит аккумуляторную батарею. Почему? Потому что не подсвечивает черные участки дисплея. Это очень хорошо, потому что аккумуляторная батарея тут небольшая. И самый главный минус данного экрана — это, как ни странно, эффект водопад, так называемый. Что это такое? Когда у вас слева и справа есть, можно сказать, загнутые края экрана. И вы скажете, так это ж очень красиво. Да, хочу заметить, что первоначально данный экран ставила компания Samsung в свои Samsung S8, Samsung S8 Plus, S9 Plus и S9 и так далее. То есть, действительно, в то время это был очень прорывной экран. Это выглядело очень хорошо и очень прикольно. Но сейчас, во время использования, все-таки у вас есть ложные срабатывания. Да, они не частые гости, но все же они есть. Почему так происходит? Потому что вы фактически ладонями касаетесь экрана. Но кто-то скажет, это же прикольно. Да, но вы всегда должны защищать данный экран. А чехлы, которые вы покупаете, они не защищают смартфон со всех сторон. Почему? Потому что экран должен выпирать, чтобы вы могли вот эти грани использовать. И в этом случае он очень хрупкий становится, смартфон. То есть любое падение, любое, повторюсь, приводит к тому, что ваш экран выходит из строя. А заменить данный экран, поверьте, стоит очень и очень дорого. Можно купить новый смартфон. И хочу от себя заметить, что экран мне понравился, сочный, яркий, в солнечную погоду все видно изумительно, действительно, тут стоит дорогая матрица, но все же сейчас все производители делают плоские экраны. Почему? Потому что они более комфортны к использованию. Это вы должны понимать. Одну минуточку, и мы продолжим. Я напоминаю, что сейчас всем полностью блогерам из стран Беларуси, России, Украины очень тяжело выпускать видео. Почему? Потому что YouTube на данный момент, к сожалению, не платит нам. Мы не получаем вообще денег из видео. И чтобы нам продолжать выпускать ролики, нужны, какие-то деньги. Они минимальные, но все же они нужны. И если вы хотите поддержать меня, пожалуйста, можете оформить подписку, чтобы получать какие-то ништяки и так далее. Также напоминаю, что сейчас у меня есть канал в Яндекс.Дзен. Пожалуйста, подписываемся туда, там выходят ролики регулярно, часто, так же, как и на YouTube. Второй минус — это, конечно же, аккумуляторная батарея. Она тут установлена на 4300 мАч. Также у нас есть быстрая зарядка на 66 Вт, которая идет в комплекте. И с помощью данной зарядки вы можете зарядить аккумулятор всего лишь, плюс-минус за 50 минут. Кто-то скажет, что это крутое решение. Да, вы можете зарядить смартфон и использовать дальше. Действительно, он тянет сутки, он у меня живет. Но если вы используете смартфон очень и очень хорошо, то есть играете в сверхпроизводительные игры, сидите в мощных приложениях, как
таких как Photoshop и так далее. То есть действительно вы увидите, что телефон разрешается на раз-два. И это происходит, ну, практически всегда. То есть за 3-4 часа вы можете его посадить в ноль. Но вы достали зарядное и зарядили всего лишь за 50 минут. Это плюс. Но все-таки поймите вы меня правильно. 4300 мАч в смартфоне, который действительно позиционирует себя как флагман. Это действительно очень хорошее решение на данный момент, потому что смартфон получает почти 500 тысяч баллов в Antutu, то есть играть можно. И некоторые люди покупают его как игровой смартфон, но батарея садится очень-очень быстро. То есть, да, еще можно сказать, что экран сжирает аккумуляторную батарею, потому что рамок практически нет. Есть подбородок, но все же вы должны понимать, что безрамочный смартфон еще, можно сказать, не влили в массы, но данное решение на 4300 мАч, на мой взгляд, очень-очень слабое на 2022 год. Третий минус — это, как ни странно, да, основная камера. Конечно же, мы получили 4 сенсора. 108 мегапикселей, плюс 8, плюс 2, плюс 2. Это широкоугольный, сверхширокоугольный, макро и датчик глубины. Есть встроенная вспышка. Есть автоматическая фокусировка. Диафрагма основной камеры f1.9. Также у нас фронтальная камера на 32 мегапикселя f2.2. Максимальное разрешение записи видео фронтальной камеры 2520 на 1080, то есть Full HD+. По поводу основной камеры хочу сказать одно. В солнечную погоду фотографии можно делать без каких-либо проблем. То есть действительно смартфон показывает себя как флагман. Все четко, ярко, сочно. Это так. Но зашли вы в помещение, где можно сказать, ну, темновато, появляются уже проблемы. Да, это не флагман, да, это не смартфон за 1000, за 2000 долларов, но по поводу качества видеосъемки есть вопросы, очень большие. Во-первых, сейчас на 2022 год смартфон умеет записывать видео только в 4К 30 FPS. Мой старый смартфон Samsung Galaxy S9 сейчас на данный момент умеет записывать видео в 4К 60 FPS. И вы скажете, ну хорошо, FPS. Ну да, но все равно видео же крутое, 4К, но нет, алгоритмы не сильно вытягивают качество видео. Я не знаю, с чем это связано, но всегда у компании Huawei, у компании Honor не получается сделать достойно видео. И сейчас это очень тяжело. Во-первых, должен стоять мощный процессор. Да, тут стоит Snapdragon 778G, 8-ядерный, 64-битный, 6-нанометровый и графический ускоритель Adreno 642L. Но все же в основном компания Honor и Huawei делает ставку на фотовозможности смартфона. Если вы думаете купить данный смартфон и снимать видеоблог, снимать YouTube и так далее, то он вам однозначно не подходит. Посмотрите что-то от компаний Samsung, Apple и так далее. Действительно, это есть небольшой осадок. Ну и последний минус, как ни странно, это, да, процессор. Да, он вытягивает все игры на ура. Да, он достаточно неплохой. Одно ядро Creo 670 Prime на 2.4, 3 ядра Creo 670 Gold на 2.2 и 4 ядра Creo 670 Silver на 1.9 ГГц. Все это великолепие, как я говорил ранее, в Antutu набирает 500 тысяч баллов, ну чуть-чуть больше. Это хороший результат, это отличный результат. В повседневной жизни телефон себя показывает только с наилучшей стороны. Он быстрый, он молниеносный, никогда не было у меня лагов, ничего. Но как только вы заходите в производительные игры, играете какое-то количество времени, все без проблем. Но потом появляется, конечно же, тротлинг. И он тут есть. И действительно уже телефончику тяжело. И, как я говорил, аккумуляторная батарея тает на глазах. И все это выливается к тому, что это не игровой смартфон.
однозначно не игровой. Да, можно его купить, можно играть в производительные игры, но не стоит ожидать, что вы сядете и будете 6 часов играть непрерывно в мега-супер хиты. Это вы должны понимать. Но так от себя замечу, что телефон очень крутой, если смотреть на цену, потому что за такую стоимость вы не купите ничего в наше время, в 2022 год. Посмотрите, сколько стоят сейчас смартфоны от компании Samsung. Посмотрите, сколько сейчас стоят смартфоны от компании Apple. А вы думаете, они намного круче? Ну, есть какие-то, можно сказать, галочки, где данные смартфоны круче, но не более того. Действительно, Honor 50 очень крутой смартфон на данный момент. Его стоит покупать даже несмотря на эти минусы. Для кого-то это вообще не минусы. Кто-то покупает смартфон, чтобы делать фотографии. Кто-то покупает смартфон, чтобы нормально им пользоваться. А он это предоставляет на ура. То есть действительно решайте уже сами. Вот такое видео у меня получилось. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.